Для начала я предлагаю вам игру. Теоретическую. Представьте, что мы подбрасываем монетку. Орел, решка игра. Если выпадает орел, вы теряете 1000 рублей. Ничего. Минус 1000. Но если выпадает решка, вы получаете 1500 рублей. Кто из вас будет участвовать в этой игре? Просто. Вы знаете, что обычно стоит. Кто будет участвовать в этой игре? Я на деньги не играю. Я тоже не буду участвовать. Не, ну теоретически оно дает возможность заработать. 1500 рублей. С точки Я зрения полторы Мадана, тысячи, это 500. прибыльное мероприятие. Но есть внутренний принцип. Ты да. вписываешься? Нет, А не на надо деньги деньги не точно играет. так же. Да. Поднимите руку, кто не будет участвовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ты будешь? А я думаю вообще. Или деньги нужны. Паша? Ну, я играю чуть-чуть. О, Так, 1 Паша у нас играет, 6 у нас не играет. я за. Ну, давай я тоже поиграю. 2. Хорошо, тогда второй вопрос к вам. А какая сумма должна перетянуть потерю 1000 рублей, чтобы вы вступили в эту игру? Ну, какая сумма там? 1,5, 2, 5, там, 500. Перетянуть потерю? Ну, вот, чтобы вы вступили в эту игру. Так зачем же нам играть, если потеря больше будет? Нет, смотри. Мы теряем 1000. Ну, А выиграть мы можем, ну, не 1,5, допустим, 2. Вас это привлечет, чтобы вы начали азартную игру? Орел, решка. Шанс 50 на 50, все по-честному. Тут в чем-то подвох. 90-е годы мы не Я уставали. же должен все твои три варианта реализовать. Да-да. Заходи. Запишите себе, какая цифра вам нравится, вот, чтобы вот вы вписались. Сам подкидываешь монету? Можешь сам, пожалуйста. Нормально, с двумя Без подвоха, без А улова. мы меняем только сумму прибыли? Мы меняем только сумму прибыли. Вот это вот фиксировано, минус 1000. Что равновесит минус 1000? Чего? Никогда. А я просто не Навесить минус 1000 плюс Я не Надо играю. узнать о рисках. Какие риски за этой суммой стоят? Ну, Причем я забираю списывать. 1000 рублей. Как бы риск Лицо получить. с 50% вероятностью я забираю 1000 рублей, либо вам выплачиваю N. Человек выходит из комнаты, его там уже ждут, да? Карты, деньги, 2 ствола. Ну, я думаю, что мы... Цифры пишите в бумажку. Я уже на 1,5 согласен. Еще раз, сколько денег вам нужно для полного счастья? 5561 рублей. А какую цифру вы записали или еще не записали по номеру? Я не записал. Не проведешь. Сколько? 5000. 5000. Ты же уже согласился. Сколько? 0. Ни при каких условиях? Да. То же самое. Не впишешься. Тоже не пишусь. Не впишешься. А, ты не знаешь правил, ты пропускаешь. Я еще пока подумаю. 0. Да я уже сказал. А, ты вписывай, извини, пожалуйста. Я тоже За любые пока бабки. начальник. Полторы? Я уже согласен. Да. Писался Полторы? как полутора, да. И ты? Я не играю. Нет. Вот это минусики все, да? Извини. Минус 0 не бывает. А чего вы боитесь Бывает, вообще? бывает. Тут либо минус 1000, либо плюс 1,5, как бы. Стандартно 50 на 50. Так горизонт какой за этой игрой со Полторы. со стороны организатора? Объясни. Полторы выиграть. Со стороны организатора? Бесплатный сыр. Хорошо, О, рассказываю тогда подоплеку, как бы, к чему это все. Этот мысленный эксперимент был предложен неким профессором Дэниелем Канеманом, Нобелевским лауреатом и экспертом по поведенческой психологии. Называется это поведенческая экономика. За за это что Нобель. премию дают? Вот за что премию. И данный пример был проведен, и это не просто теория, это была серия экспериментов с сотнями тысячами людей, ну, в США, в Европе, в Израиле, в которых вот эта пропорция 2 к 6, она очень типичная, она везде. О, В любой выборке в Гарвардском университете, в доках Нью-Йорка,
не знаю, в притонах Сан-Франциско, как проекцию Вертинского, Вот вот эта тоже пропорция, помню. она везде была примерно одинакова. И за этой простой теоретической игрой, ну, здесь нет никакого подвоха, да, вот мы все начинаем, что же там слишком просто. За этим экспериментом есть базовый принцип, который описал Дэниел Канеман. Он называется неприятие потери. Есть такой принцип. И вот в зависимости от того, какую следующую цифру вы называете, можно вывести определенный коэффициент неприятия потери. У нормального человека, ну, в среднем, нормальных нет, да, в среднем по больнице. Здесь точно. В среднем по больнице он составляет 1,5–2,5. У нас нетипичная ситуация получается. Вы так сжались, как бы, вот что-то там не то, как бы, сейчас Юра будет разводить, там, да, Он может. Помогите. я же development менеджер, как бы, это моя работа. Всем привет. То есть обычно вот эта вот норма 1,5–2,5. То есть, ну, грубо говоря, если не 1500, ну где-то 2,5, мы рискнем, как бы, пишем. А вот некоторые за 5 хотят. Некоторые хотят за 5. Это означает, что ваше неприятие риска, оно слишком сильное. А 0 что означает? 0 означает, что вообще надо батарейки заряжать. А мысль, которая стоит за теоретической игрой, это означает, что вы много теряете в этой жизни, вы предпочитаете бездействовать. Это все. Потому что 1000 и 1500 элементарно посчитать, да? Ну, математически. Элементарно. А в жизни не все так очевидно в нашей. И там есть последствия, комплекс причин, который влияет, и все усложняется. А наша психологическая установка на самом деле, а за математикой и вычислениями стоят эмоции базовые. Нет, я не вписываю. Я остаюсь на месте, я сохраняю статус-кво. Вот базовая посылка такая. Так что мы правильно здесь сегодня собрались. Делал уже ставки. Хорошая новость состоит в том, что, как я сказал, было сотни тысяч экспериментов, и это абсолютно нормально. А вы деньги фигурировали качественно? Ну да, там только были не рубли, а доллары. Меняет. Фунты стерлингов. Смысл был содержательно один и тот же для всех. И в этом смысл повторяемости эксперимента, что да, вот разные выборки с разным уровнем образования, доходов, жизненным опытом, вели себя так же. И будем считать, что это нормально. Да, это нормальная реакция. У меня здесь есть шпаргалка. Потому что я могу говорить бесконечно, чтобы себя сдернуть дальше. И Все хорошо. вот, как вам такая мысль? С нулем хотелось бы разобраться. С нулем? Какие нужны Ну, ноль это действия полная к нулю? Ну это то, что ты риск не принимаешь. Да. Никакой риск не Давайте принимаешь. как бы